Цинь Ши Хуан — человек, вошедший в историю как первый император Объединенного Китая и правитель, бросивший вызов самой смерти. Его имя стало символом величия и жестокости. Он создал империю, построил дороги, стены и города, но больше всего прославился величайшей загадкой — своей гробницей, которая остается запечатанной более 2000 лет. Под земляным курганом, возвышающимся неподалеку от города Сиань, по легендам скрыт подземный дворец, полный сокровищ, ядовитой ртути и смертоносных ловушек, и именно поэтому археологи до сих пор не решаются открыть его. История императора началась в 259 году до нашей эры, когда в раздробленном Китае, раздираемом войнами, в царстве Цинь родился мальчик Ин Чжэн. Его юность прошла среди интриг, кровавых походов и борьбы за власть. В 13 лет он унаследовал трон после смерти отца и уже тогда проявил необычайные амбиции. Он мечтал объединить все земли, которые веками сражались друг с другом, и создать единое государство, в котором не будет равных его власти. 10 лет войн превратили его мечту в реальность. Армии Ин Чжэна с железной дисциплиной и передовыми технологиями своего времени покорили 6 крупнейших царств — Хань, Джао, Вэй, Чу, Янь и Ци. В 221 году до нашей эры, впервые за многие столетия, Китай стал единым. Тогда Ин Чжэн провозгласил себя Цинь Ши Хуанди, первым императором династии Цинь, подчеркивая, что его власть не ограничивается землей, а простирается на века вперед. Его реформы изменили Поднебесную навсегда. Он ввел единую письменность, валюту, меры веса и длины, стандартизировал даже ширину осей повозок, чтобы они могли ездить по одним и тем же дорогам. Он разрушил старые феодальные порядки, заменив местных правителей назначенными чиновниками, и тем самым создал первую централизованную бюрократию. Он приказал соединить и укрепить древние стены, положив начало Великой Китайской стене, протянувшейся на 1000 километров. Под его властью выросли новые дороги, мосты, каналы и дворцы. Но все это строилось ценой страданий народа. Тысячи людей гибли от непосильного труда, болезни и голода. Император был не только созидателем, но и тираном. Он приказал сжечь многие книги, чтобы стереть историю, которая могла поставить под сомнение его власть. Он велел живыми похоронить сотни ученых, чьи идеи казались опасными, и жестоко подавлял любое инакомыслие. Чем больше укреплялась его власть, тем сильнее рос его страх перед смертью. Он посылал экспедиции на поиски эликсиров бессмертия, слушал магов и алхимиков, пил ртуть, веря, что она продлит его жизнь, но лишь отравлял себя. Не смирившись с неизбежным, он задумал создать подземное царство, где будет править даже после смерти. Строительство гробницы началось еще в юности императора и длилось десятилетиями. В нем участвовали сотни тысяч людей — солдаты, ремесленники, крестьяне и заключенные. Под землей вырос целый мир. Стены, башни, дворцы, мастерские, хранилища, сады, бронзовые колесницы и кони, готовые к параду, даже парк с бронзовыми птицами и музыкантами. Сложная дренажная система должна была защищать усыпальницу от наводнений, а механические арбалеты — от непрошенных гостей. Мавзолей занял площадь около 38 квадратных миль, больше, чем многие современные города. В 1974 году крестьяне, копавшие колодец, случайно открыли миру терракотовую армию. Тысячи воинов, замерших в строю уже более 2000 лет. Каждый из них уникален — лицо, одежда, выражение, словно у живых людей. Здесь генералы и простые пехотинцы, лучники и кавалеристы, колесницы и кони, а также акробаты, музыканты и животные, символизирующие двор императора
и его стремление продолжить жизнь после смерти. Когда-то все фигуры были ярко раскрашены, но краска исчезала на воздухе за считанные минуты. Этот горький урок научил археологов осторожности. Поспешность может уничтожить наследие. В центре возвышается главный курган. Историк Сыма Цянь писал, что внутри создана модель Поднебесной. Реки из жидкой ртути текут по каналам, потолок усыпан звездами, стены украшены сокровищами, а смертоносные арбалеты готовы поразить любого, кто решится проникнуть внутрь. Долгое время все это считалось легендой, но исследования почвы в начале 21 века показали аномально высокое содержание ртути. Возможно, реки яда и правда текут под землей. Но именно это главная причина, почему гробница остается закрытой. Никто не знает, сохранились ли ловушки, и никто не может гарантировать, что артефакты внутри выдержат встречу с воздухом. Ученые уверены, пока нет технологий, которые могли бы стабилизировать атмосферу в усыпальнице и защитить сокровища, вскрывать ее нельзя. Однако время работает против них. Китай подвержен землетрясениям и наводнениям, рядом растут города и фабрики, а природа способна разрушить то, что люди пока берегут. Сегодня гробница Цинь-Ши-Хуанди остается одной из последних великих загадок человечества. Она хранит не просто клад, но ключ к пониманию того, как древние китайцы видели жизнь, смерть и вечность. После смерти императора в 210 году до нашей эры его мечта о вечной династии рухнула. Власть ослабла, начались восстания, и через несколько лет династия Цинь пала. Но сам император словно добился своего. Его подземное царство уцелело, и тайна пережила века. Цинь Шихуан, правитель, который хотел жить вечно, по-прежнему хранит свои секреты под землей. И вопрос остается открытым. Рискнет ли человечество однажды заглянуть внутрь, или позволит первому императору Китая и дальше править в своем подземном мире, скрытом от глаз живых? И все же сам факт существования этой гробницы уже изменил представление людей о прошлом. Она стала напоминанием о том, насколько могущественной может быть человеческая воля и насколько хрупким человеческое наследие. Каждый год миллионы посетителей приезжают в Сиань, чтобы взглянуть на терракотовую армию, и в их воображении оживает история императора, который мечтал победить смерть. Его усыпальница остается молчаливым посланием сквозь тысячелетия, загадкой, которая связывает нас с древней цивилизацией и заставляет задуматься о собственном стремлении оставить след вечности. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.